Всем привет! Продолжаем играть в Morrowind. Сегодняшняя серия у нас будет посвящена, в частности, тому, что мы с вами добудем сапоги, вернее, ослепляющей скорости. Звучали такие комментарии к роликам, что орку нашему они бы не помешали. И я в целом согласен. Ходит он довольно медленно. Вот. Но для того, чтобы заполучить эти сапоги, нужно сделать все-таки некоторые вещи. А именно, нам нужно приобрести заклинание сопротивления магии. Для того, чтобы орку нашему избежать слепоты, наложение которой еще нужно проверять, кстати говоря. Я обязательно это сделаю. Видите, как медленно он бегает. Вот. Обычно для того, чтобы избежать этой слепоты, сопротивление накладывается зельями. Но, как вы понимаете, наш орк зелья пить сам не будет, поэтому придется использовать заклинание. В общем-то, мы направляемся в Сейданин. Это заклинание есть у Арила. Давайте пока оставим его здесь. Также здесь я закрою задание с тайником Фаргота. Ну и, соответственно, мы направимся уже непосредственно за самыми этими сапогами. То есть через кальдеру. Так, значится заклинание. Сопротивление магии, оно довольно дешевое. Мы его купим. И закроем квест Фаргота. Все. И направляемся в кальдеру. Выполнять задание, которое предлагает там Пемени. Это вот женщина Данмер, на которой, собственно, эти собаки надеты. Задание это выполнять я, наверное, не буду. Мы ее замочим прямо там, на дороге, и все как бы. Так, за мной. Здесь мы через Балмору опять, через гильдию магов. Надо было еще нашему орку починить, наверное, доспехи. Значит, он совсем совсем медленно ходит. А я, видите, прокачиваюсь, атлетика, акробатика у меня растет. И скоро наступит такой момент, что нам придется просто останавливаться и ждать, и вся наша прибавка. Здорово. Вся наша прибавка к характеристикам будет не заведена. Вот. Этого хочется избежать. Вообще, есть еще разные комментарии насчет разных других артефактов, которые нужно добыть и нарядить нашего орка. И часть из них, возможно, я таки достану. Хотя мне не нравится вот эта вот идея превращать наше вот это прохождение в забег за артефактами. Но боюсь, что у нас просто нет выбора. Поскольку я-то прокачиваюсь, и враги, соответственно, прокачиваются, а наш орк нет. Также заранее отвечу на комментарий, почему не зашел к скампу. У меня там накопились вещи на продажу. Но инструменты алхимические скамп не покупает. То есть по умолчанию не покупает, если его никак не модифицировать. Я этого не делал. Вот. Кинжальчик там у меня стеклянный лежит. Его я продавать скампу не хочу, потому что я хочу приберечь его для зачарования. Для обмена на зачарование, вот так скажем. Вот. Ну и сегодня, возможно, мы успеем еще выполнить, может быть, какое-нибудь задание для гильдии, может быть, воров. У нас там висит квест с ретортой, которую нужно украсть. Кажется, с ретортой. Может быть, мы его сегодня выполним. Сама по себе вот эта Пемени, она не очень крутая. Уровень я, к сожалению, ее не помню.
Но проблема у нее в том, что бегает она быстро. Соответственно, как-то убежать от нее особо не получится. Я, конечно, надеюсь на нашего орка, но также, наверное, я призову себе на помощь ходячего трупа, с тем, чтобы он понизил ей силу. Так, давайте-ка. Морган, Кальдера. Ну, нам сюда, конечно же. Не то чтобы я боюсь заблудиться. Видимость у нас хорошая. Вот она и Пемени, собственно говоря. Так, что у нас есть? Блин, не то нажал. Восстановление магии это прекрасно, а вот восстановление запаса сил у меня нет. И заклинания такого я до сих пор не купил. Значит, мы отдаем орку Клеймору. Восстанавливаем запас сил. И я думаю, что мы попробуем ее разъярить. Сохраняемся. Вот так вот, да? Ну, даже не знаю. Видимо, проблема в том, что на ней висят скрипты. Она же квестовая у нас барышня. Соответственно, скрипты на ней должны висеть. А что мы можем сделать? А мы можем просто атаковать ее руками. Давайте вызовем трупика. И стукнем ее. И сразу же, пожалуй, я уйду в невидимость. Потому что она, видите, агрится на меня. И быстро бегает. Смотрите, как быстро она бегает. Наши ребята будут догонять ее, мне кажется, по всему острову еще очень долго. А орк еще и, видите, скриптом. Что-то он хочет колдануть. Дурачина. Слушайте, ну она убежала. Зря я, наверное, невидимость применил. Придется ее ждать. Приготовим давайте трупа снова. Как-то тупо все произошло. Откровенно говоря. Очень тупо. Где вот она? Так, трупик нас покинул. Я слышу ее голос, а саму ее не вижу. Но наш орк, благо, знает, где она. Вот она где-то подзастряла. Так, и нам придется бегать от нее. И бегать, видимо, по кругу. Надежда только на то, что трупик все-таки порежет ей силу. Тут, в общем-то, достаточно нескольких заклинаний. Вот. Все, силу ей порезали. Дело теперь за орком. Но он что-то промахивается. Готово. Так, ну что, у нее тут рубашку можно забрать. И вот они, эти сапожки. Прекрасные. Давайте все-таки сохранимся. И попробуем потестировать. Клеймору я заберу. И сапоги придется у него забрать, оркские. Так, ну... За мной он идет, но это скрипты.
А вот как он будет сражаться, давайте проверим. Вот с крысой, например. Глупо сражаться со мной. Так, призывает меч. Ну и по крысе попасть он не может. Абсолютно не может. Ты принесешь мне славу. Это плохо. Придется, значит, мне мутить со заклинанием. Но у него не стопроцентная слепота. У него кольцо Финистера на 20% сопротивления магии, плюс расовый бонус вроде бы 25. Итого 45. То есть слепота у него где-то наполовину. И он ни разу по крысе еще не попал. Я пообедаю твоими косточками. Да. Ладно, давайте ему поможем. Обычным нашим кольцом молнии. Принесешь мне славу. И заберем у него эти сапоги. Так. Отправим его куда? Ну, давайте в Альдрун. Я направлюсь туда же возвратом. Сохранимся. Так, выложим лишнее. Также я, наверное, возьму книжку. Вот эту вот. У меня есть уже вот яйцо времени и висячие сады. По поводу этих книжек, кстати, неплохо было бы поговорить, например, с главой здешней гильдии. Она отправила нас в Бетамец, Эдвина. Вот, насчет исчезновения гномов. Что-нибудь знает она? Не знает, да? А насчет книжки? Так, она направляет нас к Хасфату Антаболису. Это интересная книга, говорит, это «Висячие сады». Она, оказывается, написана сразу на Двемерском и Альдмерисе. Если бы ты мог найти ученого, который знал бы Альдмерис, ты мог бы перевести куски текста Двемеров. Книга бесценна. Понятно. То есть она нас по заданию не продвинет. А я напомню, что у нас есть задание, которое выдал Трибониус, Архимаг. Узнать, куда делись гномы. Они же Двемеры. И вот эти книжки как раз ключ к заданию. Но нам нужно добыть еще одну книжку, это очевидно, которая находится в как раз вот этом Бетамеце. И уже с ней у нас все получится. Ну, все прекрасно знают, как проходит это задание, а тут я ничего нового не скажу. Что ж ты так-то радуешься? Давайте создадим заклинание. А заклинание у нас будет сопротивление магии. Вот. Я думаю, что с запасом давайте на всякий случай 60 пунктов сделаем. Тем более, что оно дешевое и шанс у нас большой. Школа восстановления это. Так. Оно нам пригодится еще не раз, когда мы будем снимать с орка сапоги для ремонта. Погода не очень хорошая. Кстати говоря, ремонтом можно и сейчас заняться. У него тут уже покоцано все. Перчатки целые, на удивление. Также посоветовали мне перезачаровать предмет для вызова меча. Наверное, это имеет смысл. Может быть, даже сейчас мы этим займемся.
Да, это хорошая мысль, потому что действительно этот наплечник уже морально устарел. Так. Вот так вот и выглядит у меня ремонт. Тупо прокликивание. Через это у нас дается бонус к силе при повышении уровня. Сразу готовим это сопротивление. И надеваем на него сапожки. Наплечник я пока не буду ему отдавать. Хотя, что ему зачаровать-то, собственно? У него не так уж много предметов. Дорогая мантия. Но у меня там есть. Кстати, рубашку он, в принципе, вполне может надеть. Ее тоже можно зачаровать. Клеймору пока не буду ему отдавать. Ну, давайте сейчас чисто для проверки. Сгоняем здесь за город и посмотрим, как он будет сражаться. Так. Сохранимся. Прямо вот здесь где-нибудь за ворота выйдем. Найдем какую-нибудь крысу. И тем же призванным мечом пусть он с ней сразится. Ну и чё, где все? Крысы, ау, вы где? О, вот крыса. Теперь он не отстает. Довольно резво бежит. Беги, пока есть возможность. Так. Ну, отлично. В этот раз все прошло гладко. Крыса повержена. Возвращаем его в Альдрун. То есть слишком близко. Он телепортируется. Ладно, придется пешком топать. И, наверное, мы займемся таки зачарованием. Но знаете, чтобы зачарование было более успешным, конечно же, мне нужно повысить навык зачарования. Теперь мы это могли бы делать, если бы я в свое время удосужился купить заклинание в Морнхолде. И придется мне, значит, сгонять в Морнхолд уже сейчас. Но благо, что сделать это не так долго, как может показаться. Денежки у нас есть для покупки. И, кстати говоря, в Морнхолде можно было бы и торгануть. Давайте мы орка, наверное, оставим здесь. Да, это хорошая мысль. Задания заданиями, но для более успешного их выполнения нам нужны вещи. Хорошие, полезные. Поэтому клеймора надо было ему отдать. Поэтому клеймору я оставлю здесь. Сапоги эти мы продадим, они нам больше не нужны. Также вот этот вот меч. Наверное, вот эту клеймору мы тоже продадим. Хоть она и дешевая, но чтобы она тут не захламляла нам все. Так, это пустая. Полеты Кара оставим. Под продажей основное я имею в виду вот это вот добро. Так. Да и кубок вот этот тоже. И уже тогда мы займемся зачарованием. Сохраняемся. Отправляемся в гильдию магов Вивика. Если я ничего не путаю... Так, куда я побежал-то, дурачок? Если я ничего не путаю, с помощью вмешательства мы можем довольно-таки легко переместиться в Эбенгард. Если я ничего не забыл и не перепутал, значит Вивик
Затем вмешательство Альмсиви. Я с радостью помогу вам. Так, мы у храма. И божественное, соответственно, вмешательство переместит нас прямиком в Эбенгард, причем туда, куда нам и надо. В имперскую часовню тоже бы заглянуть там на предмет заклинаний. Но сейчас нам нужна вот эта подруга. Да, сэр. Асиен Рейн. Правосудие никогда не дремлет. Да-да-да, я знаю, что правосудие не дремлет. Теперь надо вспомнить, где здесь у нас вот службы. И здесь мы, конечно же, восстановим запас сил. Заклинания довольно дорогие, Правосудие поэтому я применю привлекательность. Стой, стой, стой. Так. Ну-ка, возьмет она у нас. У нее 1200 монет. Она не возьмет. Слушайте, а кто покупает-то это добро? Тогда, если алхимик не покупает, то кто покупает? Крысиное мясо, значит, она покупает. Ладно. Нам нужны заклинания. Мистицизм 15 пунктов на 60 секунд. Кстати, получается дешево, если повышать вот так вот привлекательность. Ну, давайте повысим себе мистицизм. Так. Ну и нам нужно заглянуть, наверное, на Великий базар. Да, я помню, мне сказали базар на востоке. Значит, восток это там. Хорошая, кстати, запоминалка. Я прям не слышал такого раньше. Поэтому спасибо за комментарии. Вообще за все комментарии, но за такие полезные в особенности. Так, здесь у нас, кстати говоря, квестик неплохой. Ну, биполярный клинок, я помню, да, но сейчас пока не про это. Про биполярный клинок я помню всегда. Это вообще, можно сказать, один из самых полезных предметов, особенно в начале игры. Ну что ты берешь? О, берет. У него 9000. Отлично. Значит, мы здесь восстановим тоже запас сил. И он куда-то хотел сбежать. Стой, 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 стой. Мне нужно тебе продать вот это все добро. 4800. А у него, кстати, предметы грандмастера. Смотрите-ка. Это прикольно. Давайте купим Суджаму, нашему орку. Посмотрим, будет ли он ее жрать. Одну, так, для эксперимента. Эксклюзивное восстановление здоровья, смотрите, неплохо. А вот магия. Скорости магии. Так. Ну, блин, дорого. Не хочется мне денежки-то тратить. Хочется денежки зарабатывать. Так. Так. А восстановились ли у него зелья? Да, он тоже продает. 161. Но, пожалуй, все на этом здесь. Воровать мы здесь ничего не будем. Камни душ у меня пока еще есть. Хотя вот они все ушли, в принципе. Можно у него вот эти вот подрезать предметы. Но вдруг мне нужно будет ему еще что-нибудь продать. Давайте возвратом. И создадим заклинания. Для зачарования и для алхимии. Новые.
Ну, по 100 пунктов повысим. Я думаю, что это нормальное завышение такое. Чем обязан? Никто меня за это, я думаю, не осудит. Добро пожаловать, говори. Говорю. Значит, мне нужно увеличение характеристики интеллект. На пару секунд. Ну, тут уже прям перерасход существенный. Давайте на 1 секунду. Увеличение характеристики удача на себя. Неплохой шанс. И увеличение навыка. Зачарование на себя. В принципе, пару секунд можно было. Так, зачарование 100. Назовем так. И создадим заклинание для алхимии. Увеличить характеристику интеллект точно так же на себя. Удачу на себя. И навык. Где у нас алхимия? Вот она. На себя. Так, вот тут вот удача у меня на себя. Интеллект на себя. Так. Отлично. Ну, идем пробовать зачарование. Нам нужно зачаровать для нашего орка призыв меча. Кольца сразу вычеркиваем, потому что гораздо лучше иметь кольцо какое-нибудь с постоянным эффектом. Да, постоянный эффект вызова меча — это, конечно, прекрасно, но пока что нам это недоступно. Мы будем использовать то, что у нас есть. Но с другой стороны, как временное оно все равно. Поэтому давайте-ка мы возьмем колечко. Такое и вот такое. И посмотрим, что мы можем в принципе сделать. Ну и может имеет смысл дать ему какую-нибудь рубашку или пояс. Это 15. Штаны вот можно попробовать еще. Давайте сохранимся. Берем наше зачарование и камень душ. Конечно же, камень душ. Но у нас тут не бог весть какой выбор. Давайте костяного лорда. Так, навыки все повысились и пробуем. Значит, сначала маленькое. Призвать длинный меч на себя. Ну, смотрите, влезает прилично, прям все 15. И шанс 100%. 154 секунды — это более чем достаточно для любой, в общем-то, битвы. Ну, с мелочью всякой, по крайней мере. Да, почему нет? К сожалению, мы не можем оценить сейчас вот это вот количество, вернее, цену заклятия, потому что я завысил себе навык. Мы сейчас это узнаем. Отлично, зачарование повысилось. И смотрим. Нужно вот здесь смотреть. То есть на 10 раз это для меня, с учетом моего навыка зачарования, который 42. У орка навык ниже, поэтому ему, возможно, 9 или 8 раз даже. Ну, нормально. Я считаю, вполне нормально. Давайте ему
Отнесем, порадуем его. Тебе что-то нужно? У него, кстати, нет оружия. Я забыл ему вернуть клеймору. Давайте-ка мы сбегаем. Ну и наш путь лежит, конечно же, в Гнисис по-хорошему-то. Поэтому я, наверное... ну перегруз. Понятно, понятно. Сапоги-то я не продал ни хрена. Деятель. Так, книжки я взял. Выложу вот это вот добро. И вот это добро тоже выложу. Ну и меч я тоже не продал, дурачок, блин. Ходил, называется, в Морнхолд торговать. До лучших времен. Хорошо. Возвращаемся к орку. Я слушаю. Клеймор ему отдадим и колечко. Он его сразу напялил. А вот наплечник я у него заберу. Нам придется найти где-то другой наплечник, Пусть победа чтобы не было у него лишнего соблазна. Так, орка мы отправим в Гнисис. А сам я попробую все-таки встретиться с Хасфатом нашим на предмет вот информации по поводу исчезновения гномов. Все-таки 2 книжки у меня есть. Интересно, что он скажет. Я так заранее скажу, что для выполнения задания, конечно же, достаточно, имея 3 книжки, подойти к Баладосу. Мы это все прекрасно знаем. Но Чем могу для получения более расширенной информации нужно с этими 3 книжками пойти в Тельфир и поговорить там с последним гномом. Сейчас я этим заниматься не буду. По-моему, я делал в самом первом своем прохождении что-то такое. На памяти сейчас не помню, что он там сообщает, но ничего конкретного. То есть квест закрывается, но вот однозначного ответа нам на этот вопрос не дают. В любом случае мы его не получим, поэтому так заморачиваться я не буду. Так, ну Хасфат здесь нам вот ключ к Арктанду отдает. Не знаю, пойду ли я туда. А вот насчет гномов. Исчезновение гномов произошло до появления имперских письменных источников. Устные легенды данмеров гласят, что двемеров жестоко наказали боги за дерзость и неверие. По всему Тамриэлю разбросаны руины двемеров, так, тополя, это мы все знаем. Книжки. Книга «Яйцо времени» заставляет о многом задуматься. Да что ты. Боюсь, я не могу сказать точно, о чем там идет речь. О чем тут задуматься? Вам стоит отнести книгу к другому знатоку двемеров, возможно, к одному из старейших Талвани. Вот он намек. Вот он и намек. А еще одна книжка у меня есть. Сенилос Кадиузус. Вообще не знаю, кто это такой. Так, это может быть ключ к переводу, который он ищет. Если ты найдешь другие книги двемеров, наверное, я могу попробовать перевести их с помощью этого ключа. Блин, ну... Дружище, ты что-то как-то не конкретно все говоришь. Давайте мы отправляемся в Гнисис. Задуматься, говорит, заставляет. тебе не след? Мыслитель подвальный. Вот, значит, несколько способов выполнить это задание, и мы будем действовать по самому простому пути. В Гнисисе мы подберем сейчас 3-ю книжку, и там же к Баладосу и заглянем. Это будет проще и лучше всего. Направляемся мы через Альдрун. В Гнисис. Для вас мы организуем специально.
Так, а где наш деятель? В крутых сапогах, вон он. Давайте его подберем. Так, ну попасть в шахту просто так нельзя. Мы все знаем, что она закрыта. Ключ там у охранника. Может быть, он нам его выдаст. Чем черт не шутит. Если мы придем, повысим к нему отношения. Его отношения, вернее, повысим к себе. И может быть, все получится. Ну или нет. И тогда придется как-то думать, мутить что-то. Так, где у меня привлекательность моя? Прямо так сходу. Только сохранимся. А вот и уровень, кстати. Так, значит 93. А ежели мы вежливо поговорим? А, ты какая засранка. Да, ну запас сил, конечно. Давайте восстановим запас сил. А то что-то как-то... И, кстати, можно за одной уровень повысить. Так, ну, конечно же, интеллект, конечно же, удача и силу воли, потому что она нам нужна для продвижения по гильдии магов. Да? Еще раз привлекательность. И снова пытаемся его убедить. Качая таким образом себе еще и красноречие, которое у меня вообще пока что не было задействовано. Но он как-то не особо убеждаем. Денег дать, что ли, тебе? 99. Ну, если этого не хватит, то я даже не знаю. А, блин. Не хотел я брать это. Ну ладно. Так, темное братство, клинки. Значит, ключ он нам не даст. Даже с отношением 99. Слышал я, что можно еще прийти к нему с киркой. Вот лежит совершенно бесхозная кирка. Мы ее прямо возьмем в руки. Посмотрим, что он скажет на это. Либо вся эта тема относится к заданию, которое выдается по линии Имперского легиона. Я выслушаю, ну давай скорее. Да, ты в Имперском легионе, я знаю. Уровень у тебя 4. А если я в руки возьму? А, отношения. Ну, да, кстати, она упала не из-за кирки, а из-за того, что я повышал привлекательность. Блин. Значит, придется взламывать. Взламывать это, конечно, такое себе. Там что-то записка какая-то, что ли? А, нет, это просто петли. Я уже испугался, думал, что-то я не знал. Да, здесь он меня не видит. Давайте сохранимся. Воспользуемся телекинезом. У меня есть вот такой вот улучшенный телекинез. И отпиранием. Отлично. И таким образом мы смело заходим. Единственное, что я бы отобрал у него клеймору, чтобы он не потратил ее на каких-нибудь фуражиров сраных. Сохраняемся. Здесь довольно-таки нужно пройти вглубь. Так, не будем застревать сейчас, только вот пропустим этого чувака. Наш идет? Идет, хорошо.
Веселье здесь начинается в глубине. Если память мне не изменяет, нужно повернуть вот сюда. Нижняя шахта. Давайте сохранимся. Надо бы восстановить запас, не запас сил, а магию. Здесь, наверное, нам потребуется усмирение. Так, вот этот орк сразу же нас предупреждает, что он, ну, как бы не пускает нас. Но будем действовать нагло. Я надеюсь, он справится там с воинами. Я пообедаю твоими костями. Салабат, сдавайся. Теперь ты умрешь. Я пообедаю твоими... Так, и его, смотрите, траванули. Надо бы его, наверное, полечить. Хоть у него есть и зелье. Но все-таки полечить надо, я думаю. Так, орк отлетел, что он совсем слабенький. Я бы, конечно, с удовольствием сохранил ему жизнь, этому орку. Но у нас так не получится. Смотрите, против 3 воинов Квама наш орк стоит довольно уверенно. Я, конечно, подлечиваю, но за счет зелья он бы, я думаю, и так справился. Готово. Давайте еще качнем себе восстановление. Слегка. Сохранимся. Облутаем этих горе-воинов. У орка ничего интересного нет. Ну, кроме зелья, вот здесь вот у него флин лежит. Кстати, да, я же хотел отдать Суджаму. И забыл. Сейчас вот как раз мы посмотрим, будет ли он ее употреблять перед боем. Флин пока побережем. Так-то и флин, конечно, можно ему отдать. Ничего там нет такого зазорного. С маткой мы связываться не будем. Так, он фуражир. Ты умрешь здесь. Нет, Суджама он не жрет. Зараженный рабочий. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, а он четко на меня сагрился, видите? То есть даже не атаковал орка. Так, и вроде бы нам сюда. Да, бетамет, сохранимся. Ну и с крысами он тоже воюет без Суджамы. Но здесь кроме крыс ничего интересного нет в плане врагов. Мы заразились болезнью. Разложение мозга. Прекрасно. Эта болезнь у меня уже давно, конечно же. Так, а есть у меня что-нибудь, какое-нибудь лечение, например? Разжижение мозга, ловкость мне повреждает. Отравлений обычных недугов. Да, прекрасно. Разжижение мозга мы полечили, а вот, собственно говоря, и наша цель. Божественная метафизика. Мы ее забираем, также забираем чертежи по заданию. Вроде бы здесь больше ничего быть не должно интересного. Ну, эти центурионы тут дохлые валяются с металлом. Еще один центурион. Так, давайте-ка мы его отправим на поверхность. И вмешательством тоже я... Мы же в Гнисисе окажемся, да? Да. Так, наемник, наемник. Я смотрю, что времени довольно много прошло.
Соответственно, нам в следующем эпизоде нужно будет заглянуть вот сюда, вот к Баладосу. А на сегодня это все. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.